Привет всем, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Хочу вам показать, видите, вот этот вот кулек с лекарствами. Это все мое. Первый раз в жизни столько. Точнее, это все мне на лечение. Здесь и таблетки, здесь и мази, здесь и для наружного применения, и витамины. Это все на целый месяц. Я решилась пройти курс лечения. Свои видео чаще всего я снимаю на камеру GoPro. Очень хорошая камера, четко передает все цвета, стабилизация. Но кроме того, что четко передает все цвета, камера еще и передает все мои проблемы на коже. И как следствие периодически я читаю в комментариях такие вот замечания, мол, Наташа, сделай же наконец что-нибудь со своей кожей, почему ты за собой не следишь, что это такое, что за высыпание, что за внешний вид. Кто-то даже написал, что у тебя висячие родинки, ну, висячих родинок или бородавки. У меня нет, слава богу, с такой проблемой я не сталкивалась. Есть веснушки, конопушки и высыпания. Высыпания, с которыми я живу уже давным-давно, с подросткового возраста. И вот когда я проживала у себя на родине, в Харькове, я частенько была клиентом у врача-дерматолога. И пока я к нему ходила, пока наблюдалась, пока, соответственно, следовала всем рекомендациям, лечилась, все было хорошо, кожа выглядела превосходно, но только прекращаешь, опять все возвращается. И вот я решилась, да, я именно говорю решилась, а не собралась там, потому что на это нужно было решиться, опять бороться с этой проблемой. Это очень тяжело, очень сложно, я через это проходила несколько раз. Это очень обременительно и очень дорого стоит. Примерно год назад я об этом видео снимала, я об этом рассказывала. Но, может быть, не все смотрели эту серию. Я уже здесь, в Индии, обращалась к дерматологу и проходила курс лечения. Кстати, результат был очень хорошим. Но доктор сказал, через месяц обязательно прийти опять на прием и наблюдаться. Но я этого не сделала. Собственно, почему я этого не сделала, как вообще ко всему этому отнесся Парам, я вам расскажу чуть позже. Еще я вам хочу рассказать специфику лечения, ну даже не лечения, а специфику диагностики здесь, в Индии. Также я вам хочу сказать диагноз, который мне поставил врач местный. Но это я все вам расскажу чуть позже. А сейчас я хочу вас порадовать красивыми видами. Хочу показать вам те видео, которые я поснимала по дороге к врачу. Хотя изначально мы поехали в город просто в магазин, но уже по пути я вот для себя решила, что все-таки я хочу ухаживать за собой, я хочу вылечиться, я хочу быть красивой и пожить с чистой кожей, пока у меня кожа полностью не покрылась морщинами. Ну, прошу внимания. Парам, why you take this? Парам, зачем ты взял теплую шапку? Зима. Мы сейчас едем в город, едем в магазин Димарт. Ну и получается, что после школы и уже поздно, а возвращаться уже будет темно. И Парам переживает, что он замерзнет, взял с собой шапку, взял с собой куртку, но я Артура тоже взяла кофточку. Артур, кстати, покажись, сынок. Поздоровайся с нашими зрителями. Привет. Я хочу, чтобы ты показал футболку, новую футболку, которую подарил Самир на день рождения Артура. Тебе нравится, Артур? Красивая? А? Да. Красивая футболка, но маловатая. Поэтому, когда я покупаю на подарок детям одежду, всегда беру больше на размер. Пусть лучше будет на вырос, чем маленькая. Артур как подстреленный. Наташа, only one rickshaw. You walk? Only one rickshaw. Нету рикш? Окей, we will walk. Побежали. Запасы свои постепенно. У нас в Матаране используют осликов, чтобы перевозить тяжелые грузы. И вот видите, вот это вот отстала от всех. Или, может быть, она специально убежала. Пытается кушать травку. У нее, Артур, у нее там дырка. Да, она ест. Вот эти вот мешки им на мордочке специально надевают для того, чтобы лошадь не отвлекалась. Туда насыпают немножечко сена, чтобы была более послушна и шла со всеми, выполняла свою работу. А ты теперь вольная? Не, ну, наверное, за ней придут и найдут и отправят обратно на службу.
Ну вот, мы уже подходим к парковке. Хорошо так прошлись. Сэкономили 105 рупий. Это мы бы столько потратили на рикшу. Вот видите, рикша стоит. Почему-то сегодня их мало. Пришлось бы долго ждать. Ну, ходить полезно. И еще такой нюанс. Рикши у нас периодически переворачиваются. На поворотах их заносят. И некоторые пассажиры уже даже получали повреждения рук, ссадины, переломов еще не было, но все равно я даже за Артура переживаю. Артур сейчас ездит и в школу на рикше и возвращается на рикше. А их еще там много детей, и они балуются. Я вот всегда немного переживаю, как бы они не перевернулись. Заглох. Заглох или что? Мы сегодня едем в город на Бавина-байке. Вот видите, желтенькие. Ну и это уже не первый раз. И был очень неприятный опыт. Однажды он у нас заглох, этот байк, когда мы поднимались вверх. Это было в сезон дождей. И вот сейчас тоже Парам говорит, что-то говорит, я чувствую, что он как будто бы не совсем исправный. И я вот уже сижу в напряжении. Так вот, когда он заглох посреди дороги, лил очень сильный дождь, и нам пришлось какое-то расстояние преодолевать пешком. Я даже не снимала тогда на видео, знаете, когда совсем плохо. Я стараюсь, да, вот какие-то такие вот яркие моменты, трэшовенькие, снимать на видео. Эмоции показывать, да, зрители это любят. Но когда уже совсем эмоции зашкаливают, я даже не могу это снимать. Настолько мне было тогда нехорошо, что даже это осталось только в нашей памяти, а не на просторах Ютуба. All okay, Парам? Yeah, okay, but Но он очень медленно едет сейчас, Парам. Как будто бы действительно... А? Это очень, да, плохое состояние у этого байка. Something happened, no? All time. Ага, может быть, Бавин просто, может быть, Бавин не очень хочет давать нам свой байк, поэтому он наколдовал, чтобы нам в следующий раз не хотелось его брать. У Артуркиной классной руководительницы вчера был день рождения. Молодая учительница, не замужем, ей лет 25 максимум. Так вот, она в честь этого события пригласила к себе домой всех своих учеников, 18 человек. Себе представляете? У меня до сих пор еще глаз дергается, когда я вспоминаю Артуркин день рождения. Этой учительнице нужно медаль вручить, учитель года. Артур, вы хоть себя там нормально вели, а? Ну, я не уверена, что он сейчас правду скажет. Потому что я видела, как они себя нормально ведут. Такая вот орава, 18 человек. Ну, я хоть, знаете, их пригласила, получается, они на улице веселились, а тут дома. Они там, наверное, ей все разгромили. Приготовила пав-баджи. Это любимое очень блюдо, особенно дети индийцы любят. Ну, Артур, правда, не очень это любит. Дрожжевые булочки, а баджи это, ну, типа как овощное пюре остренькое. Вот представляете, да, вот так вот заморочилась на свой день рождения пригласить своих учеников. Артур, ты послушай, тоже историю хочу рассказать. Пока я Артура не родила, я периодически проводила время с детьми своих подруг, но в основном с девочками. Вот у меня крестница девочка, ну ничего сложного, даже вот прикольно, мне нравилось. А однажды моя приятельница попросила посмотреть за ее сыном, ему тогда лет 7-8 было, да, на улице была, она куда-то пошла, а говорит, посмотри во дворе. Я говорю, ну хорошо, и только отходит его мама этого мальчика. Мальчик как драпанул на площадку. Я не могу его найти глазами, он где-то лазит. Я же не знаю, я не понимала еще, что детям в таком возрасте позволяется делать, что опасно, что нет. Он вообще меня не слушается, я его зову, Илюша, пожалуйста, иди сюда, он ни в какую. Ты меня слушаешь? Ну и потом я придумала, меня осенило, говорю, а ну иди сюда, я хочу тебе что-то купить, хочу тебе что-то вкусненькое купить. Он такой сразу, о, да, ну ему понравилась эта идея. Говорю, идем в магазин, я куплю тебе мороженое. Он такой, ну, может быть, что-то другое, начал там говорить. Я говорю, нет,
Я хочу тебя угостить именно мороженым. Он такой, ну ладно. Мороженое знаешь почему, Артур? Потому что его долго приходится есть, и потому что с ним не побегаешь особо. Поэтому я ему купила, думаю, пока будет есть, тут и мама подойдет, вернется. Очень сложно с мальчиком. Ну, сейчас, конечно, я уже привыкла. Но когда их много, этих мальчиков, а еще и индийских, то волосы становятся дыбом. Ой, у него и зеркала нет. Where is mirror? Бавин. Да, друзья, у нас нет сейчас своего байка. Кстати, возможно, у вас возник вопрос. Наш байк Парам отдал своему другу Правину. Потому что там уже моторчик слабенький, и на нем сложно подниматься именно в гору Матеранскую. А он там внизу в городе нормально гасает. Мы заехали на заправку. Кстати, обратите внимание, заправщицы здесь девушки милые. Вот, ну и раз уже завели тему байка, расскажу. Мы берем байк не в аренду, а за бензин. Заливаем бензин и все в расчете. Чаще всего Парам берет у своего друга Санджея, ну вот как я уже рассказала ранее, иногда и у Бавина. Такой вот байк, кстати, стоит, если купить новый байк, 1,20,000, да? Да. 120 тысяч. Вот, но Парам не планирует покупать в ближайшее время байк, не планирует в ближайшее время покупать машину. Он все это хочет уже приобрести, когда мы переедем жить в Гоа. Да? We will buy in Goa? Да. New bike, new car. Да. Why not? Мужчина за деньги точит ножи всем желающим. Видите, какое замысловатое устройство. Крутит педали этого велосипеда и таким вот образом аж искры летят. Точит ножи. 30 rupees, small one 20 rupees. 30-20 рупий стоимость. В зависимости от размера ножа. Мы сегодня приехали в Димарт в Нероле. Обычно мы до этого ездили в Каржет. Здесь поменьше магазин, выбор немножко поменьше, но зато здесь разрешают снимать. Я вот спокойно достаю телефон, но не на камеру, а там и на телефон нельзя было снимать. Ребята подошли, смотрят шапочки, Парам. What you have? Да ладно, we don't want. Просто посмотрим, просто покажу вам, зрители. Вот здесь есть и для детей шапочки, и для девочек, и для мальчиков. Мастерки, посмотрите, какие красивые. По ценам 500 рупий. А шапочки почем? Шапочки всего по 99, 100 рупий. Хорошие цены. Но нам это не надо. We don't want. Вот, и здесь тоже теплая одежда. Где-то 17 градусов по ночам. Ну и, соответственно, по вечерам около 20, в принципе, не так уж и холодно, но ощущается. Вот у меня стала сейчас сохнуть кожа. Я, кстати, сейчас надо выбрать для себя крем Nivea для рук. Губы тоже сохнут, трескаются, если я не использую гигиеническую помаду. Вот нашла то, что мне надо, шампуни Патанджали. Очень хороший шампунь. Сейчас я выберу, наверное, сразу 2. Все, оказалось, что особо нечего здесь снимать. И покупочек у нас не очень много. Ну, самое необходимое купили. У нас закончилось масло подсолнечное, закончился сахар. Что там еще? Орехи кешью, да, мы еще купили. И разную ерунду. Не ерунда. Говорит, не ерунда. Я не нашла крем для рук. Взяла вот такой вот лосьон. Он подойдет и для всего тела. Приехали к дерматологу, сказали подождать. Сейчас врач будет. Здесь кабинет частного врача, а также вот аптека. И я бы, в принципе, то, что мне надо, могла бы здесь в аптеке купить. Я уже не первый раз сюда приезжаю и, в принципе, знаю, что мне подходит. Но вот здесь такие правила, они не продают. Только то, что назначил врач.
ये सब एक महीने का सब एक महीने का Почерк. Разберу я этот почерк или One нет. month you say you don't go anywhere. You need travel. Очень много лекарств на целый месяц. Сейчас девушка напишет, подпишет все, как принимать, когда, по какой схеме. И снова здрасте. По поводу диагностики я вам обещала рассказать некоторые интересные нюансы. Значит, когда я у себя на родине ходила к дерматологу, их было 2, и оба сначала назначали мне лабораторные исследования, прежде чем начать лечение, анализ крови, тест на Димодекс и что там еще, дерматоскопию, может быть, что-то еще, я уже точно не помню, но вот это вот точно, 100%. Значит, здесь нет. Что в первый раз, что во второй. На глаз, все на глаз. Врач собрал небольшой анамнез, я не знаю, может быть, он такой вот суперспециалист, но вот он все определяет на глаз. Задал несколько вопросов по поводу цикла, принимаю ли я какие-то лекарства, как давно это, где локация, и взял, значит, телефон, включил фонарик и посмотрел. И сразу же определил, в чем проблема. Да, и, кстати, до приезда в Индию я не знала своего диагноза. В Харькове такое впечатление, что меня лечили, в принципе, от всего того, что может вызывать на теле подобную сыпь. Ну, или еще вариант, что я особо этим и не интересовалась, мне не важно было. Главное, давайте поскорее лекарства, я буду все принимать, лишь бы поскорее избавиться от этой проблемы. Ну, а здесь же нет. Здесь же самый первый раз я спросила у доктора, от чего же, собственно, вы меня планируете лечить, и от чего я буду принимать все эти лекарства. Значит, мой диагноз фолликулит питероспорум. Вот, ну и диагноз я вам назвала, так что если вы мне не верите, можете сами почитать в интернете. Это действительно очень тяжело лечится годами, и если ты прекращаешь лечение, то симптомы опять возвращаются. А это на минуточку лечения. Прием у врача стоит 600 рупий, и он всегда назначает кучу лекарств, даже если потом будет меньше назначать, все равно даже вот по уходу, там солнцезащитный крем у них стоит 850 рупий, мыло 400 рупий, это я уже не говорю про все этих лекарств. Ну и, собственно, я вам обещала рассказать реакцию Парама на это все. Значит, когда мы собрали все лекарства, то, что выписал врач, и фармацевт огласила сумму, которую надо заплатить, 4000. Реакция у Парама была вот такая, он аж вздрогнул, у него челюсть вот так вот отвис, он: как, так много? Ну, естественно, я тоже так же отреагировала, знаете, расстроилась, ну, он заплатил, и потом уже по дороге мы стали обсуждать, я расстроилась, говорю, ну, а почему ты так отреагировал? Он говорит, а я специально так отреагирую, что на самом деле, говорит, мне не жалко денег, да я на тебя готов потратить и намного больше, просто я специально такую вот комедию ломал, чтобы получить скидку, что, мол, он знает, что в таких аптеках часто делают скидки, вот нужно вот так вот, значит, себя повести и тогда сделают. Ну, а я уже, знаете, я уже вся на эмоциях, вы знаете, вот мы тоже часто пишете в комментариях, мол, Наташа, ты жадноватая, но мне на самом деле на Артура, на Парама, на каких-то других людей вообще абсолютно не жалко денег. А вот на себя, да, вот насчет себя я всегда сомневаюсь. Вот я сразу стала думать, а может быть зря мы эту кабалу на себя взяли, или как там говорится, что в принципе не так уж это и заметно, не так уж много у меня и высыпаний, можно носить одежду такую, чтобы закрывала высыпание на груди и на спине, ничего страшного, но Парам меня стал переубеждает, а нет, не выдумывай, там, извини, если что не так. Ну, а вот да, вот у меня такой вот характер, что мне всегда на себя жалко тратить денег. И я думаю, что вот на ком, а на мне можно сэкономить. На своем канале я никогда не устраивала стримы, это по техническим причинам, но я по возможности стараюсь читать все ваши комментарии, и чтобы была обратная связь, я стараюсь вот в своих видео иногда уделять время вот на вот такие вот откровения. Ну и, соответственно, да, отвечаю на ваши вопросы. Многие из вас пишут, что, мол, Парам очень жадный. Ну, на самом деле он не жадный, и я тоже не жадная, но меня вот постоянно мучают такие вот страхи. Мне кажется, а что если вот я потрачу больше денег, что, может быть, в какой-то момент нам не будет хватать там на образование Артуру, на хорошую еду, на другие вот такие вот необходимые вещи. Ну и действительно, нам сейчас приходится очень много тратить на квартиру, в которой мы до сих пор не живем. И
Можно сказать, что это по моей вине, это я была инициатором, чтобы купить именно в Гоа, именно вот в таком вот классном жилом комплексе. Если вот как Парам хотел, мы бы купили квартиру здесь, где-то поблизости, в Нерале или в Карджете, то мы бы уже давным-давно там жили, и была бы у нас там прекрасная обстановка, дорогая мебель, потому что здесь это все стоит намного дешевле. Ну вот мы решились на этот шаг, и вот сейчас выгребаем. Мы не можем жить на широкую ногу, хотя Парам так не считает. Он считает, что ничего страшного, деньги будут, будем тратить. А я вот постоянно как-то пытаюсь на себе сэкономить. Хотя на самом деле, да, если так разобраться, это не так уж и много денег, если сравнить, да, с тем, что мы отдаем за квартиру. Ну, это объективно действительно дорого. Я там кому из своих знакомых рассказывала, все говорят, что это очень дорого. То есть это как бы копейки, которые я на себя жалею потратить. Вот. Ну, по поводу путешествий, да, вот насчет путешествий я как-то более спокойнее трачу, потому что действительно я считаю, что это и для Артура полезно, для его общего развития, и для Парама тоже. Ну, мы все вместе получаем удовольствие, плюс я еще и во время путешествий интересные видео снимаю. За 3 дня могу 5 видео снять, которые набирают огромные просмотры. Так, ладно, все, вроде бы сказала все, что хотела. Буду уже заканчивать. Если кому интересно, напишите в комментариях, я более подробно расскажу и покажу все те препараты. Возможно, у кого-то такая же болезнь, и кому-то это, возможно, будет интересно. Так что пишите в комментариях. Ну все, до свидания. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.